Привет, друзья! Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. 19 июля на дворе, и мы едем на Кричевичи. Супруга рулит, просит ее не снимать, потому что она не накрашенная. Ромчик сзади смотрит YouTube и лопает шоколадки. Тата, який YouTube і не шоколадки? На YouTube без Wi-Fi не подивишся. А что ты дивишься? Тат. Ну, короче, неважно, что-то там он смотрит и что-то там он лопает, да. В последнее время мы редко выходили в эфир, потому что все свободное время были заняты подготовкой к отборам на чемпионат мира 2020. Но отборы у нас уже закончились, времени у нас теперь будет больше, поэтому постараемся выходить в эфир почаще. Планы наполеоновские. На Кричевичах собираемся за 2 дня снять 4-5 видео на самые разные темы. И одна из этих тем будет маркер. Напоминаю схему работы. Вы в комментариях задаете те вопросы, которые вас интересуют. Мы же в наших видеообзорах попытаемся на все эти вопросы ответить. Итак, маркер, то есть как искать точку лова, как правильно работать маркером, как измерять глубину и самое главное, как это делать быстро и не тратить на это несколько часов времени. Но про все это мы расскажем, когда будем непосредственно на водоеме, потому что показывать это в салоне автомобиля, как вы понимаете, достаточно сложно. Ну а сегодня немножко другая тема, пока мы едем, как бы заняться нечем. Мы поговорим о том, нужен ли маркер вообще. То есть, когда он нужен, когда он не нужен. Видео, которые мы снимали после чемпионата мира в Африке, я заикнулся о том, что иногда маркер лишний, иногда маркер мешает. И просто буквально в личку засыпали вопросами. Как же так? То есть... Всем всегда говорила азбука карпфишинга, что перед тем, как начинать рыбную ловлю, обязательно нужно сложить маркер, обязательно нужно измерить глубину, найти перспективные точки и так далее и тому подобное. Некоторые люди собрались продавать свои маркера после этой нашей фразы. Так вот, не спешите их продавать. Иногда маркер все-таки нужен. И вот когда он нужен, а когда он не нужен, об этом мы и поговорим в этом сегодняшнем видео. Начнем мы с того, что ответим себе на вопрос, кого мы собираемся ловить. Либо это карп, либо это белый амур, либо это карась. Это все рыба. Рыба — это животное. Многие там рассказывают чуть ли не про интеллект карпа и чуть ли не про способность анализировать. Но по большому счету это все полная ерунда. Рыба, карп, карась, белый амур и вся остальная рыба, она, как любое животное, руководствуется исключительно инстинктами. Инстинкт у животных какой? Первое – это быть в безопасности. Ну и второе – это быть сытым. То есть добывать себе пищу, добывать себе еду, дабы, соответственно, продлевать свою жизнь и жить, в общем, дальше. Есть еще определенное время у рыб, как у любых других животных. У рыб это называется нерест, у животных это называется там случка, у людей это там по-другому называется. Как это у людей называется? Как это у людей называется, мы не будем говорить при детях, хоть дети у нас и в наушниках. Одним словом, рыба живет и руководствуется исключительно инстинктами. И не более. Еще раз, ей нужно покушать, и ей нужно быть в безопасности. И то, что рыба руководствуется этими инстинктами, очень важно понимать, потому что если рыбак это понимает, то у него сразу есть ответы на самые разные вопросы. Вот, чтобы было понятнее, к примеру, давно очень много людей спорят о том, клюет ли рыба на бойлы на диких водоемах. Одни приводят кучу примеров того, что они приехали первый раз на дикий водоем, который находится там 100 километров от ближайшего населенного пункта, где год не ступала нога рыбака. Он бросает эти бойлы и успешно на них ловит. Другие же, ему не веря, говорят, что рыба на диких водоемах на бойлы не клюет, ее нужно к ним приучивать. Почему? Потому что у них был такой опыт, и они ездили на эти дикие водоемы. Соответственно, пробовали ловить, у них не получалось, но потом они кормили бойлами там 2 недели и в итоге начали ловить эту рыбу. Вопрос, кто прав? Правы и те, и другие. От чего все зависит? Если в водоеме рыбы очень много, и если этой рыбе
там нечего жрать, либо немного, просто там мало кормовой, немного рыбы в смысле, но там мало кормовой базы, и ей нечем питаться, то что бы вы туда ни кинули, у рыбы, естественно, пересиливает инстинкт просто пожрать. То есть и она будет есть все, что бы вы туда ни кинули, в том числе и бойлы. Если же наоборот, вы приехали на какой-то водоем дикий, где эту рыбу каждый день ловит местное население, причем не только удочками, а еще и сетями, и этой рыбы там осталось на гектар 2 карпа, то скажите мне, зачем этому карпу ваши бойлы, если у него есть свое место, где он питается, где ему безопасно, где куча мотыля. Ну, естественно, что на таком водоеме, то есть тут пересиливает инстинкт, во-первых, безопасности, во-вторых, у него нет потребности в пище, в дополнительной. Он ест ту пищу, которую он знает, после которой ему комфортно и которая безопасна, самое главное. Когда наш клуб готовится к соревнованиям на неизвестном нам водоеме, первый вопрос, который мы всегда себе задаем и на который очень важно получить точный ответ. Первое, сколько рыбы в водоеме? Второе, какой видовой состав этой рыбы в водоеме? И третье, какая в водоеме кормовая база? Ну и плюс, насколько сильный будет прессинг на тех соревнованиях, на которые мы едем. Вот если команда, которая едет на соревнования, правильно ответит себе на вот эти вот вопросы, тогда у нее есть шанс выбрать правильную тактику и выбрать правильное место ловли. Ну а теперь давайте немножко все-таки перейдем к теме нашего видео, к маркеру. То есть, когда он нужен, когда он не нужен. Вот, к примеру, едем мы на дикий водоем. На дикий водоем, где рыбы мало. Если рыбы мало, то, скорее всего, кормовой базы много. Задаем мы себе вопрос, где в этом случае рыба питается? Ну, естественно, она, скорее всего, питается на каких-то бровках. Почему? Потому что на бровках больше пищи и потому что на бровках безопаснее. Нужен ли нам в этом случае маркер? Да, конечно, он нам нужен. Естественно, нам нужно найти эту бровку, и больше шансов получить улов у нас будет именно на этой бровке, то есть без маркера тут не обойтись никак. Это касается всех диких водоемов, которые слабо зарыблены. Это касается всех водоемов карьерного типа, ну, где вот было поле, добывали, к примеру, там песок, да, и трактор понарывал кучу траншей, потом все это дело затопили. Соответственно, вы протягиваете маркер и имеете очень сильные перепады рельефа. Понятное дело, что в зависимости от давления, тут еще и давление как бы играет роль, рыба будет на самой разной глубине. То есть вы можете, вот неделю назад вы ее ловили на глубине 6 метров, а сейчас там клевать абсолютно не будет, и вы все поклевки будут с 2-метровой глубины. То есть, конечно же, тут маркер тоже нужен, и никуда от этого не деться, и мы его вытаскиваем, мы его складываем, мы рисуем маркерную карту, и, соответственно, уже после того, как мы ее нарисовали, выбираем точки лова. Ну и тактика, соответственно, на таких водоемах подбирается, да. То есть, если это дикий водоем, если вы нашли точку, если вы нашли бровку, то тут больше всего подойдет тактика ловли именно с точки. Ну и еще одно, когда нам обязательно нужен маркер, и без него никак не обойтись, это когда мы ловим по холодной воде. То есть, либо ранняя весна, либо поздняя осень, когда рыба не настолько активная, то есть весной она еще как бы не отошла от зимы, осенью она уже к этой зиме готовится, тогда рыба не будет у вас очень сильно перемещаться по водоему, не будет искать корм в иле и так далее. То есть тогда тоже нужен маркер, тоже нужны бровки, нужно искать твердые участки и не ждать, пока рыба придет к вам, а именно ловить рыбу там, где в данный момент она находится. А бывают ситуации, когда маркер на водоеме нужен в зависимости от того, сколько на этом водоеме рыбаков, и в зависимости от того, нужен ли там, если вернее там прессинг. То есть, к примеру, водоем Деседа, чемпионат мира 2017 года, Венгрия. Длинный водоем, когда-то была речка, потом построили дамбу, затопили. В итоге на расстоянии от 110 до 130 в некоторых секторах от 130 до 150 идет старое русло, которое очень отчетливо простукивается маркером. То есть мы берем маркер, мы протягиваем, и любой рыбак, любой, даже если у него этот маркер плохого качества, к
к примеру, да, и не очень там сильно передает в руку ощущения, он сразу же найдет вот эту твердую полосу, потому что передний ил, за ней тоже ил. Ну и естественно на тренировке лучше всего рыба ловилась именно вот с этой вот твердой полосы. Но мы понимали, что на чемпионате мира будет под 90 команд. Мы понимали, что будет прессинг такой, какого эта рыба на этом водоеме еще никогда не видела. И мы понимали одну простую вещь, что безопасность, вот инстинкт безопасности, да, у рыбы перевесит. И мы начали кормить и ловить не вот на этом твердом участке, да, мы начали кормить за ним. Потому что мы понимали одну простую вещь, что от прессинга рыба уйдет под противоположный берег. И заходить она на корм будет с противоположного берега. Соответственно, та команда, та сборная, которая дальше положит корм и которая дальше положит свои оснастки, та, соответственно, и больше рыбы наловит. Ну и так оно получилось. То есть в итоге те команды, которые вот в этих двух зонах А и Б сместились дальше, они показали лучше турнирные результаты, чем команды, которые ловили вот на этой твердой полосе. Слева от нас, от нашей двойки, ну, где я ловил с Василием в зоне Б, стояла хозяева чемпионата сборной Венгрии, которая упорно 2 суток пыталась ловить рыбу вот на этой твердой полосе. В итоге только на 3-е сутки они перешли дальше, и 3-е сутки у них были самыми успешными. То есть именно в 3-е сутки они начали подлавливать рыбу и начали немножко уже нам мешать. То есть мы вот эту рыбу начали делить. И вот это именно та ситуация, когда маркер может со спортсменом сыграть злую шутку. Очень часто у нас на Кричевичах приезжают рыбаки на тренировку, они вытаскивают маркер, они находят бровки, находят твердые вот такие вообще железобетонные участки, начинают там ловить рыбу. На тренировках у них разрыв, они ловят там 200-300 килограмм в сутки рыбы. Но потом они приезжают на соревнования, и почему-то на соревнованиях они выступить не могут. Давайте разберемся почему. Садим на Кричевичах, к примеру, там 30, 35, 36 команд, да? Имеем дикий прессинг. Вопрос, где рыба? Ну, любой спортсмен понимает, что эта рыба уйдет на середину. То есть в начале соревнований вся рыба от берега уходит на середину. Она боится рыбаков, боится спомбов, боится шума, гамма, запаха, всего остального. Она вся посередине, куда эти спомбы не долетают, звуки не доносятся, а запахи там не такие сильные. Ну и, конечно, естественно, она на этот корм будет заходить не слева, она будет заходить не справа, она будет заходить с центра. Соответственно, ваша бровка, которую вы нашли на 90-100 метров и которая великолепно работала на тренировке, есть шанс, что вы там рыбу поймаете, но он намного ниже, чем шанс поймать рыбу далеко. Даже если далеко у вас ил, на бровке у вас твердые, все равно мы, наш клуб, всегда выбираем ловить дальше. Потому что в условиях прессинга, в условиях соревнований инстинкт быть в безопасности у рыбы всегда перевешивает над тем, что ей нужно покушать. Ну а теперь давайте вот немножко про те водоемы, на которых мы ловили. Начнем мы с Прылбыч. Прылбыч — это тот водоем, на котором мы учились рыбачить. И когда зеленые начинающие, скажем так, карпятники приехали, то, соответственно, гуру карфишинга рассказывали нам, что вот, берете маркер, рисуете маркерную карту, ищите точки. Мы брали маркер, рисовали маркерную карту. Такая карта рисовала, я в школе на уроках рисования столько не рисовал. Ну, прям все, вот до последнего сантиметра. Мы стояли сутки-полторы на этих точках, мы их кормили, мы закидывали туда удилища, но толку с этого было немного. В итоге на 2-е, 3-е сутки все это дело нам надоедало, мы снимали все клипсы, уходили от всех точек, и вот то, куда могли, туда кидали. Куда-то летел спомб, непонятно куда, но туда подальше, туда где-то туда за спомб падали удилища, и вот когда мы ловили так, то мы всегда почему-то ловили гораздо больше, чем мы ловили вот на этих точках. Но не все сектора на Прылбычах такие. Есть некоторые сектора, где нужно ловить именно, ну не то что с точек ловить, есть просто определенные проходы, и вот эти вот проходы и вот эти места, про которые проходит вот эта рыба, их нужно просто знать. Прылбычи вообще достаточно сложный водоем. Команды, которые туда приезжают первый раз, обычно
ну не то что обычно, я даже не помню, наверное, ситуации, чтобы команда приехала первый раз на Прилбичи и хорошо выступила. То есть я такой ситуации просто не помню. Марьевка. Водоем с очень большой плотностью рыбы. То есть, ну, все люди, которые были на Марьевке, знают, что рыбы там очень много. По своей структуре напоминает тарелку. Рельеф. Так как рыбы очень много, естественно, корма очень мало. Ну, понимаете почему, да? Потому что рыба все это дело съедает, и у нее огромная конкуренция за этот корм. Все время, когда я на Марьевке был, мы ни разу не вытаскивали маркер. Результаты вы сами видели, мы ни разу там не занимали плохие места, постоянно мы были либо первые, ну, может быть, какой-то там 1 или 2 турнира, мы были вторые или третьи, я не помню. Постоянно хорошие результаты, маркер там однозначно не нужен. Рыба настолько много и настолько она голодная, что куда бы вы этот корм не кинули, она его найдет в любой точке. Кинете вил, найдет вилу, кинете на твердом, найдет на твердом. Но, опять же, если это активная рыба и если это теплая вода. Сербия. Чемпионат мира 2018 года. Город Белград. Водоем в центре города. Прозрачная чистая вода. Огромная куча 3-метровой травы и очень мало рыбы. Нужен ли там маркер? Да, конечно, нужен. Столько, сколько мы маркерились в Сербии, мы не маркерились никогда ни на одном водоеме. Мы понимали, на тренировках мы выяснили, что рыба намного лучше клюет с пупочков, там, с более мелкой глубины. Ну и, естественно, нужно было в этой траве находить какие-то просветы. То есть столько, сколько мы маркерились в Сербии, мы не маркерились нигде, ни на одном водоеме. Нужен ли там маркер? Да, конечно же, нужен. Африка. Чемпионат мира 2019. Огромнейший водоем, огромнейший. Но и количество рыбы такое, которого я еще нигде не видел. Причем корма у этой рыбы там нет абсолютно никакого. То есть рыба не растет, большой рыбы на этом водоеме нет, жрать ей абсолютно нечего. Ну вот вообще нечего, пустыня. То есть эта рыба там готова камни грызть, для того, чтобы хоть что-то ей покушать. Не знаю, как зоны А и Б, я как бы там не ловил, но вот в зоне С, там, где мы тренировались, и там, где стояла моя двойка, естественно, однозначно маркер не просто не нужен, маркер там это зло. Вот не буду говорить, какая сборная, одна из достаточно сильных сборных, как я считаю. Я не понимаю, зачем они часа 3 маркерились, понаходили там всякие разные, ну что-то, наверное, понаходили, а потом в итоге закормили целый сектор, причем сначала накидали шары на 160 метров, потом сместились ближе на 120, потом вообще ловили 80, то есть, ну, опять же, та ситуация, когда маркер мешает, то есть он в таких ситуациях дает какую-то ложную информацию и абсолютно ненужную привязку к точкам. Ну и на закуску, как говорят, оставим кричевичи. Значит, как ловить на кричевичах и нужен ли маркер там? Вот давайте теперь вместе подумаем. Значит, мы имеем 55 гектаров воды. На 55 гектаров воды на сегодняшний день у нас есть около 70 тонн карпа и амура. Это не считая карася, которых, как оказалось, там, которого, вернее, как оказалось на последнем турнире, там достаточно большое количество. Я лично его за турнир, а турнир был у нас 26 часов, если мне не изменяет память, поймал, по-моему, 16 штук. Огромное количество линя, огромное количество угря и просто миллиард плотвы. Рельефы тарелка, да, то есть такая глубокая тарелка, чем дальше к середине, тем больше она скатывается на глубину. Вопрос, нужен ли там маркер? Вот лично я никому не рекомендую на кричевичи никогда не брать маркер, если вы там собираетесь ловить карпа или амура. Если вы хотите половить линя или карася, да, вам нужен маркер, вам нужны бровки. Карп и амур при теплой воде и при активной рыбе придет в любую точку, куда бы вы корм не кинули. Ну, если, конечно, у вас нормальный корм, который приманивает, а не отпугивает рыбу. Но если он отпугивает, то как бы маркер вам не поможет. То есть вы можете хоть бровку там 3-метровую найти, не знаю, где она возьмется на кричевичах, их там нету.
Вот. Но толку от этого не будет. То есть, мое убежденное мнение, маркер на Кричевичах не нужен, на Кричевичах нужна правильная тактика, на Кричевичах нужно угадать с фракцией корма, с количеством корма, ну и, естественно, привести нормальный, хороший, качественный корм. 2,5 часа езды, и мы уже на Кричевичах. Мой любимый водоем. Скоро выходные, достаточно много рыбаков. Вот с той стороны практически половина, больше половины секторов заняты. И вот сейчас, стоя вот в этом секторе, я попытаюсь объяснить на пальцах, почему не нужно искать ближние бровки на Кричевичах маркером. Допустим, вытащили мы вот этот вот сектор. До соседа слева по берегу у нас примерно метров 40. Метров 45 у нас примерно до соседа справа. Ну, то есть по воде это будет метров 35-40. 35 до левого и 40 примерно до правого. Итак, допустим, вытащили мы маркер, нашли мы две шикарных точки. Одна из них на 90 метров, вторая из них на 120. Там твердая, там ракушка, там перепады. Мы закормили две эти точки, и мы, соответственно, ждем там рыбу. Нужно понимать, какие действия будут предпринимать наши соседи. Что сосед слева, что сосед справа. Он в течение каких-то 15 минут при вашем кормлении сразу вычислит ваши станции. Он поймет, что вы ловите 90, он поймет, что вы ловите 120. И если он в турнирной таблице будет вас обыгрывать, он, скорее всего, ничего не будет предпринимать. Вы себе будете ловить на 90 и на 120, он же будет себе ловить на 135. Если вдруг вы будете обыгрывать его, тогда остановить вам рыбу очень просто. Нужно понимать, что рыба придет на точку либо слева, либо справа, либо с глубины. То есть она не может прийти из космоса, из-под земли она тоже прийти не может. И сделать так, чтобы ваши точки не ловили, очень просто. Если вы ловите на 90, сосед слева закармливает 90, сосед справа закармливает 90, все, вы уже не ловите. Если вы ловите на 120, сосед слева закормил 120, сосед справа закормил 120, и вы тоже не ловите. То есть им даже не обязательно там ловить, они могут оставаться на своих точках дальних. Им просто достаточно закормить эту дистанцию. Что в итоге придется сделать вам? Вам придется выходить дальше, но это будет какая-то там 2-3 сутка. У ваших соседей точки уже будут раскачаны, вам же придется делать все заново. Ну а с глубины, как вы понимаете, рыба на вашу дистанцию 120 метров тоже не придет. Зачем ей это делать, если гораздо ближе есть точки ваших соседей, которые на более дальней дистанции? Это просто пример того, что есть водоемы, где на соревнованиях в прессинге маркер доставать не то, что не обязательно, а иногда он просто лишний, и иногда он дает вам ложную информацию и направляет вас просто по ложному пути. Причем, чем больше прессинг, то есть, чем больше удочек в воду закинуто, чем ближе друг к другу стоят команды, тем меньше шанс поймать вам поймать, вернее, рыбу на вот этих вот ближних точках, на вот этих вот ближних дистанциях, которые вы намаркерили. Вот, кстати, такие рыбки живут в нашем водоемчике на базе, которая находится на Кричевичах. Вы, когда приезжаете на рыбалку, зайдите на базу. Если вы видите вот такое вот поведение рыбы, то я думаю, что без проблем можно пробовать зигриг, причем ставить его под самый верх. Ну, а для этого, конечно же, нам нужен маркер для того, чтобы померить глубину. Потому что зигриг штука такая капризная. Полметра вверх-вниз, и рыба уже не клюет. Ну, а мы на этом потихоньку будем заканчивать. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Большое спасибо всем, кто лайкает и комментирует. Огромное спасибо тем, кто делится нашими видео в соцсетях. Ну и прям дикий респект тем, кто сейчас прям нажмет на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выходы в эфир. Мы завтра едем на соревнования по флетфидеру Iron Fish. Будем пробовать себя в флетфидере. Очень сильно надеюсь, что получится оттуда тоже что-нибудь снять. Всем пока, ни хвоста, ни чешуи.